Друзья, привет! На связи Олег Карнаух, и в этом видео хочу ответить на вопрос, стоит ли заходить в Инстаграм в 2019 году. И хочу сразу сказать, что это, конечно, в первую очередь зависит от ваших целей и задач, которые вы хотите решить с помощью Инстаграма. Если вы задумали завести паблик и постить туда мотивационные картинки и на этом зарабатывать, то, скорее всего, это не самая лучшая идея. Если вы решили завести свой блог и постить еду, которую вы едите, и планируете стать популярной инстаблогершей, наверное, тоже время уже прошло. Но если у вас есть бизнес и вы хотите использовать Инстаграм как мощный канал трафика, это окей. Если вы хотите, например, освоить профессию администратор, специалист по продвижению в Инстаграм, это тоже прекрасно, потому что спрос на эти услуги сейчас, он превышает предложение. То есть много бизнесов приходят в Инстаграм, они хотят там продвигаться, им нужны специалисты. Специалистов крутых на самом деле не так много, и стоят они очень-очень солидных денег. Ну давайте перейдем к теме Инстаграма более плотно. Я хочу поделиться с вами 5 основными, фундаментальными, базовыми принципами, которые работают сейчас и будут еще работать в 2019 году. Мы с командой подготовили для вас PDF 22 правила эффективного продвижения в Instagram. Скачайте, ссылочка под видео, скачайте прямо сейчас и слушайте мои 5 фундаментальных принципов, которые нужно держать в голове, если вы решили прийти в Instagram в этом году. Что такое Инстаграм вообще? Смотрите, предлагаю такую метафору. Представьте, что есть рынок, например, сельский базар. Вот обычный сельский базар. И на нем буквально несколько продавцов и очень мало людей. Очень мало людей туда приходят, и мало там сейчас продавцов. И у вас есть возможность на этот рынок прийти и там продавать. Соответственно, плюс в том, что там мало конкурентов, но минус в том, что там мало и людей, там мало покупателей. Со временем об этом рынке узнают многие, и становится намного больше там покупателей, и продавцов тоже. Закон спроса и предложения. То есть там больше трафика, там больше людей, больше покупателей, соответственно, продавцы тоже туда приходят. И многие думают, ну, если это уже настолько известный рынок, там так много конкуренции, наверное, не стоит туда идти. Но на самом деле всегда есть прямая зависимость, прямая пропорция. Раньше, когда в Инстаграме было меньше конкуренции, там и денег было меньше. Если мы посмотрим на все исследования, они сейчас показывают, что уровень денег, которые тратятся в Инстаграме на рекламу, он значительно растет. Сегодня это уже там свыше 7 миллиардов долларов в год. Это огромные деньги, которые платятся только блогерам за рекламу, не говоря о той рекламе, которая официально через Facebook, через Instagram проходит. То есть это серьезный бюджет, это серьезные деньги. Раньше была меньшая конкуренция, но и денег там было меньше. Сейчас там выше конкуренция, но и денег там стало сильно больше. Поэтому это работает всегда и во всем. У меня тут немного разгулялся ветерок. Может быть, немного будет шум. Но я думаю, смысл вы уловите. Он заключается в том, что это работает везде, всегда и во всем. То есть всегда есть прямая пропорция. Если там нет конкуренции, значит там немного денег. Если там высокая конкуренция, значит там много денег. Теперь давайте с этим разобрались. То есть, ну, если вы хотите приходить в Инстаграм сейчас, это можно делать, но нужно понимать, что вы должны будете чем-то отличаться, что вы должны будете как-то в этой конкуренции выигрывать, ну, чтобы получить свою долю трафика. Я предлагаю для этого 5 фундаментальных принципов. Первый это контент. Контент это фундамент, это основа. В Инстаграме он крайне важен. Если вы думаете, что вы можете взять количеством, то есть просто постить как можно больше чего угодно, то сейчас это не работает. Сейчас важно качество, то есть ваш контент, он должен выделяться, он должен быть классным, он должен быть крутым.
подумайте, какие вы фотки лайкаете в Инстаграм, какие посты вам нравятся. То есть, ну, однозначно, Инстаграм давно уже не та соцсеть, где все лайкают друг другу, кто чего поел на обед или на ужин. Это сейчас не так. То есть, действительно, нужно нести полезность, нужно работать над контентом, нужно вкладываться в контент. То есть, первое, не гонитесь за количеством контента, гонитесь за качеством и не бойтесь вкладывать в качество контента. Ну, самое банальное — это не фоткать на телефон там свои товары, продукцию, которую вы продаете, а взять нормального фотографа и сделать одну классную фотосессию, которая вам даст контента уже на там несколько недель или на месяц. Это самое базовое, самое простое. Второе, не писать какую-то банальщину, взять копирайтера, который вам сделает контент, опять-таки, на месяц. Это стоит недорого, там в районе 200 рублей за один пост контент, то есть это адекватно. То есть первое, контент должен быть крутым, от этого зависит эффективность, от этого зависит вообще то, насколько для вас этот канал будет прибыльным. Контент — это очень важно. Второе это трафик. Трафик. Ну, многие в свое время, когда не знали, что такое интернет-маркетинг, думали, что им достаточно сделать сайт, и на этот сайт люди сами придут и начнут покупать. Но так это не работает. В Инстаграме то же самое. Если вы завели аккаунт, это не значит, что автоматом у вас начали появляться подписчики, вы начали получать клиентов. Это так не работает. То есть фокусируйтесь на том, чтобы привлекать трафик. У вас обязательно должен быть трафик входящий, который вы сами инициируете. И мне непонятно, когда приходит к нам клиент и говорит: ну вот мы тратим, там, не знаю, 200 тысяч в месяц на Яндекс.Директ, нам это дает клиентов, нам это выгодно. А на Инстаграм у нас там бюджет 3000. Это неадекватно, потому что Инстаграм может показать еще большую эффективность, и клиентам будет стоить сильно дешевле. Вот основываясь на нашем опыте, у нас клиент самый дешевый сейчас из Инстаграма. И человек не выделяет бюджет на то, чтобы это протестировать, а занимается какой-то ерундой, а-ля, ну, давайте у меня, чтобы Инстаграм был да был, сделайте там какие-нибудь посты для имиджа, так сказать. Пускай он будет, настройте там mass-fall и все. Нет, это ерунда полная. Если ты хочешь, чтобы для тебя это стал сильный канал трафика, чтобы он для тебя таковым был, вложись туда, протестируй, и все будет окей. То есть трафик обязательно. Первое — это таргетированная реклама. Таргетированная реклама в Инсте работает отлично, и это супер инструмент, с него можно начинать смело. Второе — это контент. Третье — это вовлеченность. Нужно стимулировать вовлеченность ваших подписчиков. Конкурсы, призывы, подарки. Опять-таки, вы можете взять какой-то подарок, который будет стоить недорого, там 200 рублей, 300 рублей, какую-то книгу, еще что-то. Ну, то есть что-то простое, но за счет этого вовлеченность повысится. То есть вы потратите на подарок 200 рублей, а это даст эффект, как будто вы там 600 рублей потратили или 1000 рублей на рекламу. То есть это тоже интересная механика, используйте ее, обязательно повышайте вовлеченность, потому что Инстаграм режет охваты, если у вас ваши подписчики не проявляют никакую активность, не комментируют, не лайкают ваши посты, не участвуют в жизни вашего аккаунта. То есть обязательно работайте над вовлеченностью. Следующее это самое сложное — регулярность. Регулярность — это залог успеха вообще во всем, на мой взгляд. И с этим есть у многих проблемы. Я могу сказать по своему опыту, когда я сделал 2-месячный перерыв на YouTube, на своем канале, у меня сильно упали просмотры. То есть большая часть аудитории, она просто ушла, рассеялась, забыла обо мне. И также работает это в Инстаграме. Как только вы сделали перерыв, как только вы перестали регулярно постить, все, вы потеряли большую часть аудитории, и нужно все начинать сначала. Как в спортзале. Тренируешься, все хорошо, только забросил на несколько месяцев, форма скатилась тут же. Так и это работает и здесь. Поэтому обязательно регулярность. Благо в Инстаграме это делается просто. Ты можешь сесть за 1 час, заполнить на месяц вперед автопостинг, и ты спокоен, что у тебя все будет регулярно.
В YouTube теоретически можно также сделать, но наснимать на месяц вперед контента я прям аж не представляю, как это сделать. Но, в общем, регулярность — это важно, имейте в виду. И пятое, заключительное, это новые инструменты. Используйте новые инструменты. Инстаграм, YouTube, Яндекс.Директ. Все эти каналы, они меняются, они усовершенствуются. Например, в Яндекс.Директ недавно появилась функция рекламы на видео. То есть можно такие делать анимации, которые будут показываться на Яндекс.Видео. Инстаграм недавно запустил маркетплейс. То есть можно внутри самого Инстаграма уже продавать товары. И все эти сети, они развиваются, они постоянно добавляют новые инструменты. Например, мы когда попробовали рекламу в сторис, мы за 10 дней получили 3000 лидов. 3000 лидов за 10 дней. Потому что тогда это был новый инструмент, который очень круто выстрелил. И таких инструментов их много. Они появляются постоянно в любой мощной сети, которая генерит трафик, в любой мощной рекламной сети. Поэтому используйте новые инструменты, изучайте их, погружайтесь. Их очень много, они постоянно появляются. Если вы сейчас возьмете какой-нибудь курс по Инстаграму, например, за 2016 год, ну, в общем, год-два, которому и больше, все, там уже очень много информации будет не актуальной. Что, например, раньше все подразумевали под продвижением в Инстаграм это настройка масс-фолла, масс-лайкинга, и, в общем-то, все, это было 80% всех процессов. Сейчас это уже настолько неэффективно, что в этом нет большого смысла, и это даже не 1% продвижения в Инстаграм, это меньше. Поэтому самую актуальную информацию черпайте, самые новые знания, самые свежие фишки, и тогда у вас в Инстаграме все будет окей. Забирайте нашу PDF-ку, ссылочка есть под видео. 22 правила эффективного продвижения в Инстаграм от команды Smart Business. Забирайте, скачивайте, и будем с вами на связи. На этом все. Ребят, если это было полезно, ставьте лайк, пишите в комментариях, сколько у вас сейчас подписчиков в Инстаграме и какие цели вы преследуете, что вы хотите, какой путь вы для себя выбрали. Вы будете менеджером по продвижению или вы хотите продвигать свой бизнес. Напишите это в комментариях, я прочитаю, мне интересно, какие у нас здесь есть люди. На этом все. Всем желаю успехов, крутых продаж, много клиентов. С вами был Олег Карнаух. Увидимся. Пока-пока.